такая заводная. Завтра в Крым мы улетаем. Что это? Ты что, не слышал? Это новый трек Юркиса. Ты такая заводная. Крым и завтра. С возвращением ВКонтакте! Плохая новость – вы мертвы. Хорошая новость – вы снова в сети. Один из членов вашей семьи подключился к партнерской системе в облаке, дав согласие на использование всех ваших данных для создания вашей точной цифровой копии. Теперь вы не только бессмертны, но и обеспечиваете родных небольшой, но стабильной прибылью, количество которой зависит от объема выполняемых вами работ, просмотра рекламы, технической поддержки пользователей, комментирования записей и многого другого. В свободное время вы можете общаться с друзьями и близкими, смотреть видео и слушать музыку из нашей библиотеки, которая в дальнейшем может оплачиваться из вашей зарплаты. Чтобы узнать больше, перейдите в наше сообщество. В облаке – ваше цифровое бессмертие.
Познакомьтесь с вашим новым лучшим другом. Это же слишком умные весы. С момента первого включения ваша жизнь изменится. Здорово! Здравствуйте! С возвращением ВКонтакте! Плохая новость, вы мертвы. Хорошая новость, вы снова в сети. Один из членов вашей семьи подключился к партнерской системе ВКонтакте. Да, согласен, используйте. Долго нет. Если ее изврат подцепил, это значит, что мы совсем говно. Скорее уж трупы где-то трахает. За каруселью. Ну, как прошла? Вы были правы, мужики. Пока были все эти романтические аттракционы, там лебеди, чашечки, лодочки, все было идеально. Но вот мы идем в домик неожиданностей. Темно, никого нет, мы одни. До окончания еще 5 минут, комната вертится. Идеально. И даже при таком раскладе она отказалась мне отсосать. Я же говорил, что так и будет. Сколько уже? 6 из 10? Душ все 8. Мужик, ну кто на первом свидании хером, блять, размахивает, а? Опять все из-за тебя. Из-за меня? Из-за меня, сука, блять, не. Не я парк аттракционов предложил. Кстати говоря, сами-то обосрались. Описалась на американской горке, повредила шею, врезавшись на автодроме. А про escape room, сука, блять, я вообще молчу. Заткнулись все! Мы тупые, есть же соцсети. Зачем гадать, что ей нравится, если есть соцсети? Судя по инстаграму, она любит еду. О, она любит еду? Вот это да! А как ты понял? О, слушай, может ты там посмотришь? Может она тащится еще из маленьких членов? Тогда мы будем вообще в шоколаде. Я не это имею в виду. Я имею в виду, что она любит всю эту вычурную шеф-поварскую, азиатскую, паназиатскую, израильско-мексиканскую еду. Конечно, конечно! Давай, спусти весь бюджет на печеную жопу карибского щегла, да? Пожалуйста, бери весь бюджет свиданки. Ладно, идите просто и найдите что-нибудь интересное, но не разорительное. И без членов. Она веганка. Еще бы! Было бы неплохо знать об этом заранее, до того, как я повел ее в стейкхаус. Пошли бы в другое место. Я бы пошел. Но сложно врать, что ты на самом деле любишь животных, когда стены ресторана завешаны разделанными тушами. Ну, как прошло? Она ненасытная. Она выбрала элитный ресторан в центре города. Мы пили вино. Дорогое, бутылочное, невкусное. Устрицы. Наглотала их одну за одной. Одну за одной. Креветки на льду. Исландские. Размером с кулак. Суп из морепродуктов с моцареллой. Севичи из тунца. А на десерт эклер с золотом. Я оставил там 30 000 рублей.
30 тысяч! И каким боком она вообще веганка? Ну, парни, скажу вам так. Девочка не угорает по пицце с колбаской. Бля, ну мужик. Что, сука, издеваешься? Ты хочешь, чтобы мы здесь навсегда остались? Ты не можешь держать свой член в штанах! Я нашел модный гастромаркет с кучей заведений. Он оказался милым, изобретательным и недорогим. Она выбрала веганское, и в общем и целом мы неплохо провели время. То есть все? Мы справились? Аллергия на арахис. Твою мать, блин. Сука, это никогда не закончится, серьезно. Это просто какой-то пиздец. Я рад, что мы все идем. Тяжелый случай. Серьезно, тяжелый случай. Может быть, мы с ним никогда не справимся. Полная, прямо. У меня есть детский. Хватит поясничать, блядь. Хватит поясничать. Будем дальше головой биться, как рыба об лед. Все, хватит. Хватит. Мы так никуда не сдвинемся. Давайте мозговой штурм от каждого по идее. Ты первый! Но она собак любит. Выставка собак. Он так похож на моего пса, который умер с отцом в той страшной аварии. Давай! Встретить закат на крыше. Это вроде романтично. Блять, моя тачка! Ты. Может, караоке? Твоя. О! Концерт твоей любимой группы. Скоро концерт твоей любимой группы, можем сходить туда. Не, парни, я нахуй руки умываю, это просто пиздец. Мы с этой бабой никогда не забудем. Никогда. Особенно, когда и этот долбоеб с нами. И этот тупой, сука, долбоеб, который Я согласен. не может в Надо штанах слить держать. этого Это дрочилу. полный пиздец. Надо было давно Посмотрите, слить блядь, этого дрочилу. посмотрите, Да ёб ёб вашу мать! Статистика Ну есть, сколько это которая будет не еще парни, продолжаться, я бляха занимаюсь. муха? У меня, блядь, нет горячей Было никогда. слить давно, зачем? Думайте о моих потребностях, ёб вашу мать! Я знаю! Теперь я вижу! Вечер начнем с гастропаба. Все проверить на аллергию выпивать не будем. Рано. Затем парк аттракционов. Избегаем автомобилей и клоунов. Катаемся только на лодке. После этого концерта ее любимой группы никаких членов! На концерте выпьем вина. Она его любит, но немного. После этого караоке. Придется потерпеть, но зато вставим комплимент. Мониторим такси. Ждем, когда спадет высокий спрос. Везем ее домой. Ограничиваемся небольшим поцелуем. Все. Идеально. Должно сработать. А мы справимся. Мы же просрали все предыдущие попытки. Но если мы в этот раз все просрем, будет ли еще смысл пытаться? Вы правы. Задача непростая. Поэтому пойду я. Удачи! Не совершай моих ошибок! Не показывай ей член. Ну как, удачно? Мы хорошо провели время. Потанцевали, поели, повеселились, покатались. И после я отвез ее домой. Ну, поцелуй, поцелуй! Она предложила остаться друзьями. Но почему? Я не ебу! Секунду.
Что вообще мы в ней нашли? Это мощная жопа. Тогда я думаю, ответ известен. Ну спасибо, блин, сраные нейросети. Réveille-toi, mon amour. J'aime bien quand il me réveille comme ça. Ah oui? C'est le grand jour. Faudrait pas que tu sois en retard. Non, pas maintenant. Attends ce soir. Écoute, c'est qu'une formalité. Hein. Le contrat a été signé vendredi. Je passe chercher mon bonus et je reviens passer du temps avec toi les filles. D'accord? D'accord. Et c'est le 31. Tu n'oublieras pas de passer à la banque. Parce que j'ai déjà oublié une seule fois. Non. Mais c'est le dernier jour. Eh? Tu sais que je t'aime? Je sais. Ça sent bon les crêpes. Je peux en avoir un petit bout? C'est pas le mot magique. S'il te plaît, mon trésor. Oh. Oh, elle est bonne. Merci, mon trésor. Ah, mon ange? Des crêpes, j'en ai de la chance. Mais bien sûr que t'as de la chance. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Dis pas de bêtises. Allez, tu vas être en retard. Bonne chance pour ta réunion. Et n'oublie pas la banque. Oui. Avant minuit. Merci, ma chérie. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais, tu restes pas scotché au téléphone aujourd'hui, hein? Mais papa. Toi, tu seras à l'école? Oui. Au revoir, trésor. Bonne journée. Bisous, ma chérie. Je vous aime. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Et ne me dis pas qu'elle est à toi la voiture flambant neuve sur le parking. Mais non. Raconte. Mercedes classe C. Jante en aluminium, 250 chevaux, 5 litres 100. Elle peut monter jusqu'à 250. Un vrai bijou. Eh ben. Mais comment t'as fait pour payer ça? Ça vaut 50, 60 000 ces petites merveilles. Écoute, vendredi, Émilie, l'assistante de monsieur le directeur, m'a assuré que normalement, si tout se passait bien, ce matin, il allait annoncer ma promotion en tant que directeur financier. Et tu sais ce que ça paye, directeur financier? Beaucoup. Donc à partir d'aujourd'hui, les contrats vont pleuvoir grâce à ces puces électroniques chinoises. Il annonce ma promotion, je prends le petit bonus. Donc moi j'ai téléphoné à la banque, j'ai pris un petit crédit pour me payer ce nouveau jouet. Eh, faut savoir se faire plaisir, hein? Et tu me laisseras l'essayer ou? Bah, pas de problème, bien sûr, Marc. Bonjour à tous. Schneider, j'aimerais m'entretenir avec vous en privé, s'il vous plaît. Écoutez, monsieur le directeur, si ça vous dérange pas, j'aimerais, enfin, si ça concerne le dossier Virox, que vous l'annonciez ici. Hein. Je n'ai rien à cacher à mon équipe, et puis on a tous travaillé très dur sur ce projet, hein, vous savez. Très bien.
Schneider, je ne sais pas comment vous avez réussi à autant foirer un placement financier. Votre investissement est une des plus grandes bêtises que j'ai vues depuis des années. Enfin, monsieur le directeur, le marché de la puce électronique associée au corps humain est en plein développement et si nous voulons être les leaders du marché dans les années à venir, c'est là-dedans qu'il faut investir. C'est ce que nous avons fait avec Virox. En étant actionnaire majoritaire, nous avons la main mise sur tous les produits qui seront à coup sûr et sans aucun doute les outils de demain. Schneider, vous arrive-t-il de regarder les informations? Oui, bien sûr, oui. La société Virox Corporation a fait faillite hier à 15h heure locale. La présentation de leurs produits devant les acheteurs a mal tourné. Une des puces a surchauffé à l'intérieur du crâne d'un des volontaires. On y voit un pauvre Chinois en train d'agoniser douloureusement jusqu'à ce que la puce carbonise enfin un des centres vitaux de son âme. Évidemment, tout est parti en fumée. Comme les 3,5 millions que vous avez investis. Mais 3,5 millions! Mais comment c'est possible? Vous êtes viré, Schneider. Et cette décision prendra acte à la levée de cette réunion. Bien évidemment, vous ne toucherez pas vos primes. Vos comptes sont bloqués jusqu'au remboursement total des 5% de responsabilité, 175 000 €. Vous êtes le pire collaborateur que la société ait connu depuis sa naissance. Vous avez de la chance que je ne vous poursuive pas en justice. You can blame me, try to shame me. Schneider, votre investissement est une des plus grandes bêtises que j'ai vues depuis des années. You can run around. Vous êtes le pire collaborateur que la société ait connu depuis sa naissance. Vous êtes viré, Schneider. Et c'est le 31. Tu n'oublieras pas de passer à la banque. Est-ce que j'ai déjà oublié une seule fois? Non. Et c'est le dernier jour. Je vous aime. Just feel so sorry for the ones who pity me. N'oubliez pas d'envoyer le dernier chèque, monsieur. Bonne continuation. Вы тоже устали от холостой жизни?
Ощущаете себя никому не нужным, сходя с ума от одиночества в пустой квартире? Воспользуйтесь нашими услугами и возьмите себе семью в кредит уже сегодня. Ежемесячные выплаты без процентов позволят вам жить полной жизнью. И помните, что для счастья всем нам нужно лишь немного любви. Будущее. Будущее уже наступило. Электромобили, виртуальная реальность, кибернетизация, роботы-доставщики, в конце концов. На самом деле сегодня хотелось бы поговорить именно о них. Они действительно упрощают жизнь, ведь доставка до вашей двери обходится компании дороже всего, да и курьеры частенько опаздывают из-за человеческого фактора. Это называется проблема последней мили, и во многих странах этого уже удалось избежать. Теперь и Россия не исключение. Мы создали свой сервис по доставке роботами. Все, что вам нужно сделать, выбрать товар в приложении и заказать. Буквально через мгновение мы уже начнем отправку. Сервис поехал.ру. Будущее уже наступило. Не волнуйтесь, он полностью адаптирован к нашим дорогам. В то время как другие страны все еще отправляют роботов в сопровождении человека, наш справляется самостоятельно. Передовой искусственный интеллект знает каждый закоулок и правила дорожного движения. Также ему помогают камеры со всех сторон. Даже если дом не оборудован специальным пандусом, это совершенно не проблема. Сильные электромоторчики справляются с этой задачей лучше конкурентов. Неброский дизайн не привлекает особого внимания, и уже через несколько лет все улицы будут заполнены роботами-доставщиками. Интересный факт. В Калифорнии прямо во время выполнения заказа один такой загорелся. Но не стоит переживать, мы всегда отслеживаем состояние нашего робота, и если возникает неполадка, то мы сразу его отключаем и заменяем. Аккумулятора хватает на полдня беспрерывной работы. Если уж поехал, то точно доехал. Помоги, скорую! Заказ будет у вашей двери всего через 8 часов. Отслеживать перемещение вы всегда можете в мобильном приложении. Да, кстати, заказать вы можете что угодно весом до 20 килограммов и с подходящими габаритами. Сейчас! Я не понимаю, стоять! Что сделать? Осталось всего 200 метров до цели. Приятного пользования! Поехал.ру. Пиздец. У всех похожая реакция в первый день. Ничего, ты привыкнешь. Да, обычно на улицах мы этому значения не придаем. А стоило бы. Там новая доставка на Достоевского, 45. Возьмешь? Или отдохнешь на сегодня?
Возьму. Будущее. Будущее уже наступило. О, ты уже тут? Решил себе лишних пунктов для рейтинга заработать? Да, был такой план, но не сработал, раз ты уже здесь. Да ладно. Сейчас все козыри у тебя. Но Ленин завещал делиться. Так что рассказывай, что тут у нас? Женщина примерно 30 лет, убита, судя по всему, ножом. Личность установить не удалось. Ну, а на лицо даже не смотри. Или смотри, может, хоть какая-то радость будет, когда тебя стошнит. Да уж. А ты зачем на тропы пьешь? Думаешь, тебе поможет? Ты не представляешь, как помогают. Но тебе не дам. Так, что тут еще? Подожди минутку. Посмотрим, на что способен мозг без стимуляторов. Ее убили во сне. Ее сюда привезли. Машину уже нашли? Что? Макс, ты когда научишься мысль до конца доводить? Ты камеру разбитую видел? Ну, конечно. И чё? Мы теперь будем опять бомжа или наркомана искать? Ага, уже нашли. Смотри. Эй, ты! Да, ты, иди сюда. Вот, хороший мальчик. Ты зачем женщину убил? Молчанку играть будем? Давай-ка признавайся, а то на 15 лет на зону улетишь. Идиот. Пойдем. Начальство пожаловало. Аркадий Петрович, что привело в такую рань? Да, второе убийство за месяц, Максим. Тем более такое необычное. Вот, пришел посмотреть, как ты будешь раскрывать свое 20-е дело. Буду стараться, товарищ майор. Кстати, раз уж вы тут, не могли бы посмотреть, не было ли утром угонщиков на какой-нибудь дорогой машине? А ты что, угонами еще заниматься собираешься? Ну вы же хотите посмотреть, как я дело раскрою. Тем более вам не сложно. Извините, можно на минутку его? Пиздуйте. Ты мне ничего не хочешь сказать? До сих пор не понял? Видимо, не работают твои таблетки. Купи другие. Ты смотрел на ноги жертвы? Туфли видел? Они легкие, явно не для зимних прогулок. А грязь на них только сзади. Еще не дошло? Ее тащили из машины. Я очень сильно сомневаюсь, что убийца привез ее на своем авто или вызывал такси. Это бы мы за 10 минут отследили. Соответственно, либо это была машина жертвы, либо угнанная машина. Угнанную машину мы бы тоже уже нашли. И остается один вариант. Парни, вообще есть один случай. 2 часа назад взяли подростка на Лексусе. Случай идиотский, дверь была открыта, он залез и решил покататься. Владелица Анна Березина. Об угоне не заявляли. Может быть, тебе фамилия что-нибудь скажет? Давайте адрес. Это наша жертва. Платон, ты поведешь. Поехали. Да не надо, я сам поведу.
Эти автопилоты даже с калькулятора взломать можно. Режим тренировки включен. Ну чё? Как думаешь, кто убийца в этот раз? Ну, бомж или наркоман. Кому в наше время еще убивать? Смешно. Охуенно. А если серьезно? А если серьезно, то почерк один и тот же. Малолюдное место, разбитые камеры, никаких прямых улик. Раньше эта хваленная система безопасности преступников помогала ловить, а сейчас только работу усложняет. Ну да, золотые были времена. Сначала же никто не верил, что так будет все работать. Россия же. Однако оказалось, что СОП даже слишком хорошо справляется. Неизбежность наказаний, что ни говори, делает людей более сдержанными. Ты, кстати, работал у нас? Помнишь, когда убийств вообще целый год не было? Сейчас 1-2 смерти каждый месяц и с похожим почерком. Могут возникнуть вопросы. Слушай, ты ведь прав. Ведь мало просто камеру испортить. Надо вывести из строя несколько. Да еще и в правильных местах. Вряд ли бы обычные нарики стали так заморачиваться. А кто у нас камеры любит портить? Понимаешь, к чему я веду? Ну, анархисты какие-нибудь эти, которые с синими лентами ходят. Именно. А зачем они это делают? Протестуют против контроля. Не хотят, чтобы государство знало, куда они ходят и чем занимаются. Но какая основная цель СОПа? Не контролировать, а обеспечивать безопасность. И с этим СОП справляется отлично. Но какая основная цель СОПа? Не контролировать людей, а обеспечивать безопасность. Нафига эти театральные паузы? Ждешь, что я за тебя фразы договаривать буду? Ладно. Я думаю, что наши максималисты и анархисты решили продемонстрировать, что система СОП не добавляет безопасности. И решили продемонстрировать это наглядно. Поэтому жертвы не связаны друг с другом. Цель не убивать людей, а дискредитировать систему. Платон. Да тут целым подпольным заговором пахнет. А это звания, награды, почетные грамоты. Угу. Фото с президентом и контракт с онлайн-казино. Ага. Не, конечно, дело твое, хочешь карьеру загубить? Я мешать не буду. Мне так даже лучше, кстати. Тогда я первым в рейтинге буду. Да я-то не против. Как там говорится, побеждает сильнейший. Приехали. Выходим. Я знаю, кто наша жертва. И я знаю. Анна Березина. Именно. Не зря Аркадию ее имя знакомым показалось. Березина Анна Николаевна. Управление общественной безопасностью. Майор. Да, не повезло преступнику с жертвой. Зато нам повезло. Смотри, все же сходится. Вначале наши анархисты мешают работе СОПа, затем начинают убивать случайных людей. А теперь устраняют людей, которые обеспечивают работу системы. И ты хочешь все-таки эту версию разрабатывать? Конечно. Впервые за долгое время такая крупная удача. Надо пользоваться. Мать твою, а ты кто еще такой? Чего вылупился? Страшно? Хочешь, еще страшнее сделаю? Бу! Ну вот и статистику задержаний себе улучшил.
Смотри-ка, а наш бегунок против СОБа выступает. Ты думаешь, мы идем все не по правильному следу? Ладно, пойдем бери его. Ну, давай знакомиться. Максим, Платон. А тебя как звать? Чтобы тебе было понятнее, наши вторые имена – это товарищ капитан и товарищ старший лейтенант. Окей? Итак, Платон, на чем мы остановились? Кто ты и как ты оказался в квартире жертвы? Жертвы? Давай пропустим ту часть, где ты удивляешься, говоришь, что ничего не знаешь об убийстве, а в квартиру попал просто потому, что ключ подошел. Отвечай на вопросы, пожалуйста. Слушай, Макс, тебе не кажется, что он как-то напрягся? Знаешь, в университете МВД у нас был курс специального массажа для разговора с подозреваемыми. Мы же современное правовое государство. Мы выступаем за гуманное отношение к людям. Поэтому никаких пыток, никакого психологического давления, только доброжелательность, спокойствие и любовь. Чувствуешь? Да, но это еще не все. Подозреваемый должен пережить катарсис, переродиться и почувствовать, что только признание может облегчить его душу. Только правда. Это моя любимая часть массажа. Закрой глаза. Не бойся. Давай закроем вместе. Чувствуешь, сука? Вот оно, духовное очищение! Ты в шаге от того, чтобы узнать, есть ли жизнь после смерти. Мне вот очень интересно знать, а тебе? Что такое? Тебе страшно? Тогда могу предложить другой вариант. Расскажи нам все, что мы хотим знать. Не слышу, сука! Да. Пожалуйста, я тебе расскажу. Ну вот и ладушки. Да, он у нас тут, кстати, типа злой полицейский, поэтому я бы на твоем месте-то себе жизнь не усложнял, а то он что-то сегодня не очень хорошее настроение. Ты как тут появился-то? Она мне сама ключ дала. О, вот и голосок прорезался. Только я не понимаю, чего ты там лепечешь. Чиновница общественной безопасности приглашает домой какого-то мутного хмыря. И не просто приглашает, а еще и дает ключи. Алло, парень, ты чего там лепечешь, блядь? Я не вру, я никого не убивал. Мы против насилия. Мы бы не стали убивать даже таких подонков, как вы. Березина мне сама ключ дала, правда, мы договорились. Ну, о чем? Мы слушаем. Послушай, как тебя зовут? Руслан. Значит так, Руслан. Смотри, какая вырисовывается картина. Сейчас ты главный подозреваемый в убийстве госслужащего. Ты знаешь, что за это будет? Но мы сильно сомневаемся, что ты это сделал в одиночку, поэтому расскажи лучше, с кем ты был, и тогда получишь срок по минимуму. Да не убивал я никого, это же вы убийцы. Прости, что? Ну, не вы конкретно, но кто-то из ментов. Воу, вот это поворот. Ну все, ты нас раскрыл. Теперь нам придется тебя убить. Да как вы можете обеспечить безопасность людей, если вы работаете бок о бок с убийцами? Такс. Интересная версия. Однако экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств. Ты же понимаешь, что неплохо бы было бы подкрепить это все фактами? Я вам ничего не скажу. Так ты почти уже все сказал. И так получилось, что твое будущее зависит от того, поверим мы тебе или нет. Думаешь, мы убийцы? Хочешь, поклянемся на мизинчиках, что это не мы? Давай уже, а? Макс, я сейчас его пристрелю! Ладно. Где-то месяц назад мы проводили обычную ночную акцию. Ночная акция – это когда вы по домам лазите и камеры портите? Восстанавливаем конституционные права граждан на их личную свободу. Так, продолжай. В общем, во время одной из этих акций к нам подошел странный тип с огромной кучей денег и сказал переворошить все камеры в округе. Причем у него был определенный список точек. Мы, естественно, отказались, все выглядело как провокация, чтобы нас специально посадить. У таких, как вы, на лице все написано.
В общем, в итоге с утра мы увидели по новостям, что обнаружили труп прямо рядом с одной из этих точек. Я все их помню. А убийство повесили на кого-то бомжа несчастного. Вам же ничего не стоит кому угодно дело сшить. То есть, все твое доказательство – это то, что ты увидел чувака, похожего на полицейского, который разбил камерой? Ну, я его на видео еще заснял. А вот это уже интереснее. Ты показал запись Березиной? Может, из-за этого ее убили? Нет, не показал. Сегодня должен был. Так убийство когда было? Ты еще месяц ждал. А что мне оставалось делать? Идти в полицию? Вы там все подвязаны. Я бы сам себе могилу вырыл. Кстати, Платон, нельзя сказать, что он не прав. Я бы на его месте тоже в полицию не пошел. Парень соображает. Вот я бы на его месте запись стер. И никому и никогда бы об этом не говорил. Зло нельзя оставлять безнаказанным. Ну окей, и ты решил выйти на Березину в надежде, что она тебе поможет. Почему только сейчас? И почему ты пришел сам, а не послал запись по сети? Кто еще об этом знал? Чтобы меня тут же отследили? Я не настолько тупой. А насколько ты тупой? Вломиться в чужую квартиру – это умно? Я не вламывался, она оставила мне ключ под ковриком. Я не хотел приходить официально, чтобы нас не зарегистрировали в СОП. Я должен был оставить карту на столе. Оставил? Не успел. Ты хоть что-нибудь успеваешь? Подожди, Платон. Где карта памяти? Выкинул, когда от вас убегал. Показать ты можешь? Если ты говоришь правду, это единственное, что может привести к убийце. Не помню, не совсем. Понятно. До весны можем и не найти. А копия-то у тебя есть? Нет, удалил. Блять, что с тобой не так? Тебе бы к врачу сходить? Может, у тебя паранойя? Может, ты вообще все выдумал? Короче, Макс, предлагаю его на ночь к нам определить, а там и допрос по форме устроим. Может, и вспомнит кого-нибудь. Хорошая идея. Давай звони Аркадию. Ну что думаешь? Думаю, до утра мы тут точно ничего не найдем. Нет, ты понял, о чем я? Про то, что убийца, возможно, из полиции. Ну что тут скажешь? Пока улик нет, что ты сделаешь? Но подумать можно. Это, конечно, не так интересно, как антиобщественные заговоры раскрывать. Но тоже что-то новенькое. Ладно, в любом случае, я думаю, оставить это до завтра. За доработки нам не платят. Вину своим ходом, так думается лучше. Ладно, давай. Да не убивал я никого, это же вы убийцы. Прости, что? Ну, не вы конкретно, но кто-то из ментов. Ну что думаешь? Думаю, до утра мы тут точно ничего не найдем. Нет, ты понял, о чем я? Про то, что убийца, возможно, из полиции. Да, не повезло преступнику с жертвой. Да не надо, я сам поведу. Эти автопилоты даже с калькулятора взломать можно. Максим, я поздравляю тебя, 20-е дело раскрыто. Ты большой молодец, всего за день справился. О, да ладно, случайно получилось. Меня больше другой вопрос интересует. Что там с анархистом нашим, которого мы сегодня принимали? Да, за него не переживай. Мы за город съездили, там камер нет. Ну, ты понимаешь, о чем я.
Ну вот и хорошо. Ребят, можно выпить тоже. Выяснили ты, кого он заснять умудрился? Да меня, да? Только я вот не знаю, что я к этим соплякам привязался. Зато бы ты видел его лицо, когда он узнал меня в машине. Лозунги кричал из салона басла от страха. Но так даже интереснее. Такой неожиданный поворот. Надо сказать, что в какой-то момент я даже немного занервничал. Вы-то давно уже ничего интересного не придумали. А этот раз прям... Да. Штиглиц никогда так не был близко к провалу. Ну а чего ты хотел? За столько лет у кого угодно фантазия иссякнет. Я вот в управлении все борюсь, чтобы нам нормативы сократили. Особ на самом-то деле все преступления уже к минимуму свел, а до них так и не доходит. Но им нужно вынь да положь по раскрытому делу каждый месяц. Ну, палочная система погубит Россию. Давай выпьем за это. С одной стороны, да. А с другой, что бы мы делали без этой системы? Нас бы уже давно переувольняли бы к чертовой матери или отправили бы архивы оцифровывать. А так намного интересней. Сидящей работой никого не удивишь, а вот преступников ловить другое дело. И особенно, когда ты то преступник, то следователь. Мы будто свою версию мафии придумали. Город засыпает, и просыпаемся мы. Ладно, пойду подойду к Платону, что-то он совсем кислый. Чего такой грустный? Ну и задал ты мне задачку. Видимо, не такую сложную, раз ты так быстро догадался. Мне план казался идеальным. В этот раз я точно должен был выиграть. Как ты догадался? Да нет, ты все правильно сделал. Место выбрать для тебя всегда не проблема была. И с Гопотой ты тоже договариваться умел. Ты бы к этим идейным борцам за свободу даже не полез. А вот жертву ты выбирать не умел. Постоянно палился. И мне кажется, что в этот раз ты решил сделать выбор максимально случайный, как можно дальше от места преступления. Думаю, судя по одежде жертвы, это было где-то в кафе в центре. Тебе нужен был просто человек, приехавший на машине и заказавший напиток. А потом дело техники. Помнишь, ты сказал, что взломать навигацию автомобиля проще простого? Думаю, так и было. Березина села в тачку, а ты тут же каким-то образом поменял адрес назначения. Она заснула и просто не заметила, что едет не туда, куда хотела. Ну, а там уже ждал ты. Единственное, с чем тебе не повезло, так это только то, что она оказалась не простой, а из управления. Тогда пришлось включить фантазию и максимально затруднить опознание. Что ж, это было изобретательно. Я бы так не смог. И остался последний штрих. Машина. По ней тоже можно быстро отследить человека, поэтому ты решил спровоцировать угон. Думаю, ты просто оставил заведенную тачку в ближайшем дворе, так еще и дверь любезно открыл. Мол, бери, не хочу. Вот и все. Да, не думал, что ты так легко догадаешься. Хотя, кроме тебя, мои загадки разгадать никто не может. Но ничего. В следующий раз я тебя так удивлю, что ты даже себе представить не можешь. Договорились. А то надоели уже эти скучные задачки. Хочется чего-нибудь посерьезнее. Ладно, пора домой. Завтра отчета никто не отменял. Надо будет найти настоящего убийцу. Благо их всегда было как грязи. Давай. You can blame me, try to shame me, and still I'll care for you. You can run around, even put me down, still I'll be there for you. The world may think I'm foolish. They Максим! Такого ты точно не мог себе представить? Бесплатный лук, платный чеснок, шарите? Вау!
Черт! Блин, он блестит, как лысая коленка, как будто ее салом натерли. В последнее время я заметил, что под видосами собирается очень много дизлайков, и я бы хотел сказать, что плохо отношусь к накрутке и ко всяким ботам, так что, чуваки, завязывайте, я не перестану делать свой контент. На этом я заканчиваю, и хей-хоу, с вами был Zero, до скорого! Ты меня узнал? Нет. Ты меня узнал? Нет! Нет! Какого? Нет! Больно! Конечно, узнал. Прости, что не сразу, не могу помнить всех одновременно. Мне очень нравятся твои видео. Как дела? Больно. Ой. Обработаем позже. Я Света. У меня сегодня день рождения. А помнишь, мы с тобой переписывались? Конечно, помню. С днем рождения, красотка. Спасибо. Я очень дорожу дружбой с тобой. Я 5 часов простояла на хайп-фесте, чтобы с тобой сфотографироваться. Моя очередь подходила, а ты встал и пошел к выходу. Ты же просто устал? Да? Просто устал. Что ж, пойдем снимать. Тебе нужен выкуп, да? Давай без этих дебильных видео с мешком на голове. Я просто кину тебе денег, сколько тебе надо. Нет, постой, мы просто запишем совместную видеоаналитику на бесплатный лук. Это было бы лучшим подарком на мой день рождения. Только я не делаю коллабораций. Извини, может быть, обдумаем какое-нибудь классное камео или совместный видос. Но это нож. И он в моей ноге. Света, для того, чтобы снимать видео, недостаточно просто быть в кадре. Надо уметь импровизировать, быть интересным. Это вырабатывается годами. Эй, йоу, с вами Zero. А это... Света, у меня сегодня день рождения, а Zero сделал мне подарок, и мы с ним будем делать анализ бесплатного лука. Да. Пар-пар-пар. Господи, какая уникальная эмоция! Опыт у нее большой, да? Все мы понимаем, как уму потереть. Это ее мохнатка! Напрягают эти голуби, они так прямо, как будто бы намекают, что он голубок. У меня такая щербина, как будто бы Моисей прошел и... Младший лейтенант, мальчик молодой. Извините, он просто не выспался сегодня. Сегодня он у нас полный ноль. Ну как? Неплохо. Я боюсь, что не зайдет. Да, есть косяки. Заставка очень цветастая, монтаж дерганый. Я весь в тени. Такое нельзя упускать. Но для новичка неплохо. Отлично. Заливаем. Заливаем. Да, диктуй. Что? Логин и пароль от канала. Моего. Да? Ну же, будет здорово. Тебе понравится. Я уже аптечку приготовила. Zero. At the house. 26.
собака. mail.com. Это самый лучший подарок на день рождения. Подписчики будут в восторге. Пароль. Ну же, пароль. 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 Доброе утро, страна! Вы слушаете обязательный подкаст интернет-канала «Единственный». И с вами, как всегда, Михаил Боболев. Сегодня отмечается День ББ. Важного момента в истории. Под видом санкций Запад отключил нашу страну от интернета. 6 лет функционирует проект «Черепашка». Каждому гражданину будет начислено 2 дополнительных часа трафика. Развлекайтесь с умом. Ага, с умом. Пресная толща информации, которой стал интернет после большого бана, может развлечь только мертвого. Теперь можно забыть об анонимности, вход в интернет только через персональный пользовательский профиль. Критика системы? Непозволительная роскошь, тем более в интернете. Надо бы тебя полить. Здорово. Я тебе тут одну любопытную вещь принес. Ну, потом на досуге посмотришь. Показывай. Это одно Ну, я знаю, что это. Очередной фильмец, не прошедший цензуру департамента. Поначалу на это закрывали глаза, но сейчас я не очень доволен сюрпризом, потому что... Штрафом здесь не обойдешься. Тут можно и присесть. Причем я присяду. Честно сказать, достали. А вот и подъехали разговоры о том, как раньше было лучше, о том, как я изменился, и о моей личной жизни, конечно же. Открывай свой компьютер и регистрируйся в знакомьке. Гениально. Сервис знакомств, который из твоего паспорта берет данные и оттуда же фотографию. Вот это вот. Ладно. Оптимальная пара найдена. Привет. Привет. Ваш интернет-трафик на сегодня исчерпан. Благодарим за использование сервиса «Знакомька». Лучше бы они тебе бонусные деньги вместо бонусного трафика начисляли. Ты понимаешь, что зарплата та же, а геморроя больше? Ты вот сколько там работаешь? 2 года? И за 2 года это твое первое такое значимое повышение. Тебе бы еще орден Трудовой Славы на грудь. Слушай, что ты несешь? Если бы я тебя не знал, подумал бы, что ты завидуешь. Да при чем тут зависть? Просто меня раздражает, что ты гордишься такой херней и не замечаешь, что система тобой манипулирует. Ладно. Бери чай и успокойся. Расскажи мне, что там, как знакомьки-то? Нашел кого-нибудь? С одной познакомился. Правда... Алло? Привет. Прости, что звоню, но мне больше некому. Конечно. Рассказывай, что случилось. У меня правда нет времени. В любой момент могут отключить. Дай, пожалуйста, свой адрес. Подожди. Мне надо подумать. Может, в кафе встретимся, обсудим? Да что ты тормоз-то такой? Продиктуй адрес. Слышно же, человек в беде. Ладно. Не волнуйся. Записывай. Улица Колокольная, секция Д, квартира 503. Алло. Ваш интернет-трафик на сегодня исчерпан. Надеюсь, она услышала. Честно, я давно так не волновался, тем более о ком-то. Дима нагнетает обстановку, говорит, что мне стоило диктовать быстрее. Я уж было почувствовал свою вину, но... Это была Аля, и она совершила ужасное преступление. Доверилась человеку,
И рассказала о том, как дорого обходится ежемесячное лечение мамы в другом городе и законах, которые не дают ей там работать, назвав их, мягко говоря, дурацкими. За это он ее и сдал, получив 2 часа бонусного трафика по выходным. Очередная жертва наивности. А Але закрыли доступ к интернету на год. И теперь она в большем отчаянии просит у незнакомца зайти в интернет, чтобы отправить маме денег. Это, конечно, незаконно, но либо я получу ее, либо еще больше постыдных воспоминаний. Дима снова давит обостренным чувством справедливости. Ну, все оказалось не так страшно. Впредь больше так не делай. Но кого-то еще я не ждал. Кто там? Служба управления контактами с интернетом. Добрый вечер. Здравствуйте. Арсений Воронов, это вы? Да, я. С вашего персонального сетевого профиля были совершены подозрительные действия. Мы можем зайти и осмотреться? Это в целях вашей же безопасности. Да, конечно. Проходите. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы предоставляли право пользования своим сетевым профилем третьим лицам, в частности, с целью перевода денежных средств? Нет, не предоставлял. Присутствующие могут подтвердить, что за последние полчаса никто, кроме владельца, не выходил в интернет и не совершал транзакций? Нет, не могу. В сеть выходили. В таком случае пройдемте с нами. Подождите. Но слова одного человека не являются свидетельством. Вы не можете меня арестовать? Вы также были свидетелем незаконного входа в интернет со страницы подозреваемого. Да, я все видел. А еще хотел бы заявить. Подозреваю, что в квартире у Арсения могут находиться запрещенные видеоматериалы на аналоговых носителях. В таком случае по заявлению свидетеля будет произведен обыск. Пожалуйста, сложите руки за спину, вы арестованы. Зачем вам весь этот хлам? Убогие старые фильмы, что запретил ДЭЦ. А именно из-за них вы здесь. Вы готовы оказать содействие следствию и государству? А как? Мы найдем вам применение. Взамен мы наймем вас в штат. У вас будет безлимитный доступ к интернету в любое время суток. Вы многое не потеряете. А это наша сотрудница Аля. Она занимается поимкой преступников через интернет и будет вас курировать. Доброе утро, страна! Вы слушаете обязательный подкаст интернет-канала «Единственный», и с вами, как всегда, Михаил Боболев. Важные новости. Сегодня пожизненно был заключен Арсений Воронов, вот уже 2 года тайно возглавлявший штаб радикальных оппозиционеров. Мало того, в его квартире были обнаружены материалы с призывом к свержению власти, а с пользовательского профиля производились денежные транзакции на счет террористических организаций. Вот так живешь себе спокойно. Не будь как Арсений. Живи честно. Ролик подготовлен по заказу Департамента единой цензуры. Доброе утро, Ди. Доброе утро. Ты спал в общей сумме 4 часа 32 минуты с 3 перерывами и 2 внезапными подъемами. Да, так себе ночка. Выглядишь подавленный. Ты в порядке? Вроде да, вроде нет. У вас у машин есть точное процентное соотношение процессов,
четкие алгоритмы и всегда понятно, если где-то произошел сбой. Устранение ошибки, завершение работы программы, перезагрузка и все такое прочее. Но... Ты не понимаешь, где ошибка? Вроде того. Пожалуйста, включи другой голос. Так, лучше. Спасибо большое. Знаешь, проблема людей в том, что вся ваша жизнь подчинена строгим алгоритмам, но вы про них забываете и постоянно жертвуете в пользу эмоций. Например? Ты наигрался? Да, вырубай. Например, 49 фрикций, чтобы совершить зачатие, 9 месяцев для формирования здорового плода, 125 схваток, чтобы вытолкнуть младенца, 3000 неудачных попыток, чтобы начать ходить, 3 взаимных знака внимания, чтобы начать дружбу, 45 минут, чтобы усвоить знания, 2 отказа, чтобы почувствовать себя ненужным, 1000 часов, чтобы играть на гитаре на уровне любителя, и 10 000 часов, чтобы стать профессионалом, 8 часов, чтобы выспаться, и 16 часов, чтобы потратить силы и лечь спать. Но вы постоянно этим пренебрегаете. Вы жертвуете циклами в пользу чувств и эмоций. Вы едите курицу и смотрите Netflix, когда уже должны спать. И все это, чтобы получить лишь сиюминутное удовольствие. Пьете алкоголь, чтобы снять мышечное напряжение и на несколько часов улучшить социальные навыки. Говорите о себе лучшие вещи в первые дни знакомства, но чувства проходят, а последствия нарушения алгоритмов остаются. Ну что мне теперь делать? Жить как робот по строго намеченному плану? Давай прогуляемся, поднимай задницу и иди по метке геолокации. Что? Я вообще-то на работу собираюсь. Ты тут компьютер или я, в конце концов? Доверься мне. Ладно. Пойдем прогуляемся. Так, мы на месте, и что? 1 минута, чтобы влюбиться. Что? И зачем мы сюда пришли? 1 минута, чтобы влюбиться.